Друзья, всем привет! У нас сегодня вторая часть темы авто из Беларуси. В первой части я рассказал, как я поехал в Минск, какие машины я смотрел, сколько мне стоило проживание. Ну а в этой части вы узнаете, какую я машину наконец-то купил, как я поеду домой в Казань и какие документы у вас должны быть на руках после покупки автомобиля в Республике Беларусь, чтобы в России без проблем этот автомобиль поставить на учет. Ну и начнем с того, какой же я автомобиль все-таки купил. А купил я, друзья, тот автомобиль, который я показывал в конце прошлого ролика. Это тот автомобиль, у которого снимали подушку безопасности, у которого толщина окраса превышает заводские значения. Ну и давайте начнем. Вы узнаете, почему я этот автомобиль купил. И в конце ролика обязательно напишите свои комментарии, правильно ли я сделал, что купил этот автомобиль. Друзья, всем привет! Ну, наконец-то я купил машину. BMW F31, машина 2017 года. Пробег тут 194 тысячи, это дизель, задний привод. Машина стоила 21 200, сторговался на 20 600. Помогал мне Андрей, вот, который сейчас держит камеру. Он автоподборщик, тот знаменитый в Минске. Сейчас я вот возьму камеру, покажу. Ну и расскажем про мою машину, как мы смотрели машину, как выбирали. Андрей, привет. Да, друзья, всем привет. Смотрели универсал черный, который в Гродно, который человек, кстати, не показал, полноприводная машина. Ну вот бывают такие странные моменты, оказывается, в Минске. Главное, с продавцом мы договорились, что все, приедем, предупредили, что приедет автоподбор, машину будем проверять, и проверять тщательно, толщиномеры, компьютер подключим, все проверим. В общем, да, продавец говорит, сначала все замечательно, конечно, приезжайте, потом через день говорит, извините, машина продана. Потом мы смотрели GT, стоил у нас 21 500, самая пустая машина, наверное, вообще по всему Минску. 16-й год, тоже дизель, тоже задний привод. Но очень пустая комплектация. Я вот с ним разговаривал вчера только, он готов показать машину только во вторник, то есть продать машину только во вторник. А сегодня у нас суббота, мне уже смысла нет столько ждать. Радик, давай расскажем еще про вчерашний автомобиль. Давай. Мы наткнулись. Давай. Тоже троечка, 18-й год, только уже в кузове не универсал, а седан. Седан. Машина стоила 22 750, кузов седан 2018 год, машина черного цвета, на тряпке, но по комплектации она тоже достаточно хорошая, там удержание полосы, дистроник. В принципе, она была вся в родной краске, да, то есть таких не было. Но единственное, что нас смутило, продавец в объявлении неправильно указал ВИН-номер. Обычно продавцы указывают неправильный ВИН-номер, когда хотят скрыть пробег автомобиля, с которым машина пригонялась с Европы. Но даже после того, как мы с тобой пробили машину по базам по Европе, мы с оригинальным ВИНом даже не увидели там, какой был пробег. Хотя проверяли по всем базам, по которым мы обычно проверяем, и там есть информация. То есть, смотри, Андрей, вопрос такой. Может ли быть такое, что как-то в Европе вот эти истории чистятся? Да, на самом деле за отдельную доплату вот продавец платит организации, сайту, да, чтобы он убрал всю информацию по этой машине. Такое тоже бывает, да. Да, это даже в Европе так делается. Конечно, такое практикуется, такое есть на самом деле. Вот так вот. Мы еще смотрели еще один вариант, недели 2-3 тому назад я тебе отправлял фотографии. Там указан был пробег 120 тысяч, универсал, там все было. Да. Но пробег там однозначно был не ее, хотя по блокам такое бывает, то, что пробег сходится по блокам, на это тоже это не основной показатель, но по всем потребителям, да, то есть по таким косвенным признакам можно было определить, что там пробег однозначно скручен. Я думаю, если пробили по базе по Европе, увидели бы там бы скрученный пробег, то есть там 120 было заявлено, руль полностью слизан, скажем, накладки на педали были слизаны, то есть селектор коробки передач такой затертый, карты двери также были затерты. Конечно, все это вызывало на подозрение на скручивание пробега. Этот автомобиль продавался в автосалоне. Я с утра поехал, посмотрел. Было несколько моментов, которые меня расстроили. Андрей, открой, пожалуйста, капот. Во-первых, подкапотное пространство, в отличие от других BMW F30, тут не матовое, а глянцевое. Смотрите, видите, все в глянце. На самом деле, у кого есть BMW F30, вы можете у себя под капотом увидеть, что тут покраска будет матовая. Прокомментируй, пожалуйста. Я после этого позвонил Андрею. Андрей быстренько приехал, ну и проверил машину. Собственно, да, вот когда я приехал на осмотр конкретно вот этой BMW, да, что я увидел? Здесь все признаки того, что здесь вторичный окрас завода. Сейчас покажем по прибору, как все у нас пробивается и как должно вообще пробиваться, вам также расскажем. Даже стакан, если мы пробиваем, здесь 107 микрон, то есть 107 микрон, 106,
то есть 110 микрон. Когда нормальный заводской окрас стаканов подкапотного пространства у автомобиля в районе 50 микрон, да, то есть обычно стаканы просто так никто не красит. Допустим, по капоту, по внутрянке, да, мы смотрим 105 микрон, это также слишком большой слой, 120 микрон, если посмотреть, то есть это достаточно много. Здесь возле накладки Novin, да, то есть видим 84 микрона, но это на самом деле тоже достаточно много, то есть с завода обычно, ну вот, как вы все принято, как вы привыкли видеть, в основном там в районе 40 микрон. Давайте покажем вам проемы, посмотрим, в каком состоянии у нас проемы и как они окрашены. То есть, если мы посмотрим, 142 микрона у нас пробивает порог. Да, это достаточно много для порога, когда заводской слой окраса порога в районе 80 микрон. 70, 80, да, вот примерно так. Здесь также 140 видим. 120, 130, 150 это у нас заводской слой окраса. Если смотреть по болтам, у нас подозрение появилось вот конкретно по этим болтам, по правой стороне. То, что мне вызвало подозрение, это вот здесь. Можно обратить внимание, могла быть скрутка. Но если мы посмотрим на еще один болт, который находится правее, торцевой, как бы по нему никакого демонтажа не видно, то есть такой скрутки, поэтому на это тоже стоит все обращать внимание. И также вот на этот болт, если посмотреть, то здесь такого мы ничего не видим, и вот на этот торцевой. Поэтому да, если косвенно кто не разбирается, только посмотрит на этот болт, скажет, что он крутился, но возможно просто выставляли какие-то зазоры. То есть по остальному, если мы посмотрим, да, надпись airbag такая, как она и должна быть, без какого-либо искажения. То есть не видно такого признака, чтобы стреляла торпеда и подушка срабатывала, и чтобы было перешито, но, по крайней мере, перешито криво. Тем более мы же обратили внимание, что, скорее всего, бампер у нас не снимался. Да, передний. Да. Дополнительно, кстати, на всякий случай проверили шторки на безопасность, сняли все резинки уплотнительные и посмотрели. То есть, если сюда заглянуть, не бойтесь, что мы так откидываем, вся безопасность родная и не срабатывающая. По кузову у нас сколько бьется вторичный окрас? По кузову у нас бьется в районе, вот если мы посмотрим даже крышу, если взять, да, то есть в районе 200 микрон. Весь автомобиль в районе 190-200 микронов примерно так пробивает. Вместо 120? Да, вместо 120. То есть нормальный слой это в районе 120 микрон, а здесь же видим почти в 2 раза больше. То есть шагрень вся у нас идет заводская, поэтому здесь смело можно утверждать, что здесь вторичный заводской окрас. Отлично. Пока я сидел, ждал Андрея и увидел еще один сюрприз с рулем. Я увидел проколы на руле. Эти специально тут места есть. Когда прокалывают, это означает, что снимают подушку безопасности. Вот сюда просовывают отвертку и с этой, и с той стороны. И снимают подушку безопасности. Можно это сделать и без прокола, но тем не менее тут прокол был. Прокомментируй, пожалуйста, Андрей. Да, как бы увидели прокол, сразу подозрение, что срабатывала здесь безопасность, да, то есть менялся руль. На самом деле, да, то есть видно, что его снимали. Зачем снимали, тоже непонятно. Возможно, что-то делали по электронике, да, по электрической части, конкретно по этим кнопкам, разбирали, чистили. Возможно, такой момент был. То есть... У меня же тоже F30, которая была, у меня тоже руль официальный дилер снимал. У меня меняли руль по гарантии. Это не при мне было, но меняли, в общем, руль по гарантии. Они проколы не ставили. Да, это смотря кто как делает. То есть у нас в России могут делать лучше, чем за границей? Все верно. Но здесь, понимаешь, в чем момент? Продавец не всегда может сказать правду. Возможно, они уже сюда пригнали, то что-то не работало, да, по рулю. И они сами, как бы не зная, как правильно, взяли и сняли этот руль с проколом. Это, то есть вот нам сказали, то, что это все было в Европе, но доверять продавцам, понимаете, это... Ну понятно. Задача продавца проверять продать. нужно. Да, то есть задача продавца в любом случае продать вам автомобиль любыми способами. Поэтому верить, конечно, я бы не советовал. Поэтому да, возможно, здесь уже сами они пригнали, возможно, какая-то кнопка не работала, что-то было с рулем, поэтому его снимали. Вот. По безопасности здесь проверили по сопротивлению. По сопротивлению подушкам безопасности видим, что вся у нас рабочая периметрия такая, как она и должна быть, поэтому здесь у нас нареканий таких ничего не вызвало. Сделали, да, проверку по Европе. Тоже это по базе, да? Да, по базам Европы. Посмотрели, с каким пробегом она вывозилась с аукциона, с какими повреждениями она вывозилась с аукциона. То есть там указаны все царапины, повреждения, вмятины. То есть все это Радик увидит конкретно в отчете. Увидел, да. Это отчет у меня уже есть. Да, то есть увидел. И получается, там также пробег у нас совпадал. Поэтому дополнительно еще по базам Европы мы все это посмотрели. По комплектации. Комплектация достаточно хорошая. Спорт сиденья.
Очень важный момент, друзья. Память сидения есть, потому что я езжу с супругой, и после супруги не очень удобно вообще настраивать сиденье. Потом, ближний-дальний у нас, к сожалению, такой обычный, самому нужно включать. Удержание в полосе, пока не знаю, как это работает, вот кнопки на руле, в общем, надо будет разбираться. Большой экран, наконец-то, у меня будет Bluetooth, у меня на машине не было Bluetooth, наконец-то я смогу подключать свой телефон, музыку слушать, и это для меня тоже большой плюс. Приборная панель расширенная, подогрев сидений есть, это очень важно, потому что в Беларуси, я вот сколько смотрю машины, 50 на 50, у некоторых нет подогрев сидений. Состояние сидений хорошее, салон чистый, как утверждает продавец, никакой химчистки они не делали. Резина 16 радиус, но она тут уже, чем обычно стоит у нас в России. У нас в России стоит резина 225-55 на 16, а тут, я вот сколько смотрю, уже если 16 радиус, то стоит резина 205-60 на 16. И, кстати, 92 всего лишь выдерживаем вес, это не очень много. А вот скорость, кстати, тут приличная. Не помнишь, это, по-моему, 270 км в час. Да, потому что машина с Европы, и вообще резина нацелена на то, чтобы ездить по автобану. В основном, даже если говорить про пробег, да, автомобили с Европы, это отдельная, наверное, тема вообще. Конечно, да, здесь на скорость на большую рассчитана эта резина. Все-таки это Европа, автобаны, как бы это для них важно. Резина 16-го года. Да, резина 16-го года, конечно. Но здесь не самый плохой остаток, можно сказать, да, то есть еще резина поедет, но хотя уже есть маленькие такие трещинки. Трещинки да. есть уже, да. Но стоит обращать внимание на резину, что здесь не нарезка, потому что иногда продавцы бывают уже лысую резину еще нарезают дополнительно, ну уже когда прям виден корд, еще дополнительно нарезают протектор. Что, еще и так делают? Конечно, у вас? так еще делают, поэтому это нужно тоже проверять. Хорошо, остаток тормозных дисков есть, нормальный, тормозные накладки есть, но более-менее средний, я не знаю, сколько тут процентов, ты сможешь по процентам сказать, Андрей? Ну, здесь, если смотреть конкретно по колодкам, ну, колодки в ближайшее время тебе нужно будет уже заменить. Примерно в районе, там будет в районе 40 остатков. Да, то есть спереди хуже, там в районе, наверное, 20% остатка по колодкам. По дискам еще диски поездят, не одну замену колодок, и перед, и зад, поэтому по дискам еще можно этим ездить. Единственное, заменить спереди колодки, наверное, 1010 уже, наверное, будешь менять. У нас открывается отдельно окошко, это, конечно, просто красота, друзья. Действительно, давно хотел универсал, это удобно, по крайней мере, семейному человеку это больше подойдет, чем седан. Электропривод багажника. Все чисто, опять же. Но, опять же, вот они говорят, не мыли вроде ничего, а тут, ну, видно, что какие-то эти следы есть от пылесоса или что. Фаркопа у нас нет, но есть вот зажим в багажнике. И насос. Все. По багажнику больше рассказывать нечего. Два выхлопа. Это важно понимать, друзья. Это 320D, не 318. Если 318D у вас было бы написано, тут было бы, ну, одна труба была бы. Но, тем не менее, хоть тут и 320D, тут всего лишь оказывается лошадей 163, а не 190, как у нас обычно бывает в России. Еще вот я обратил внимание, тут бампером, видимо, где-то задевали, ну, чуть-чуть. Да, да. Так, а сейчас мы переходим в салон, включим компьютер, точнее, лаунч, да, называется? Смотрите, конкретно по компьютерной диагностике обычно вообще BMW считаем более, скажем, профессиональной диагностикой. Это у нас идет инпа, то есть здесь ноутбук, им более проще считать, вытягивать там пробег, скажем так, с автомобиля. Но когда по другой нету, скажем, компьютера, можно и прочитать с лаунчем. Здесь как бы посмотрели рабочую периметрию по сажевому фильтру. Давайте заведем машину все-таки, чтобы нам показалась рабочая эта периметрия. По сажевому фильтру, по, скажем, топливной рампе давления, давление масла посмотрели, давление наддува проверили, фактическое и заданное давление, которое нам необходимо. То есть, если посмотреть по рабочей периметрии, здесь у нас все хорошо будет. То есть, давление наддува, вот, допустим, заданное значение, какое оно должно быть, и давление наддува фактическое, какое у нас есть. 1020. Ну и также вот атмосферное давление смотрим.
Это все мы проверяем. Также посмотрели сажевый фильтр, остаток по сажевому фильтру проверили, массу сажу посмотрели. И, собственно, тоже пробег. Пробег смотрится по нескольким блокам, даже вот ланче можно это посмотреть. Здесь у нас, как мы видим, 194 тысячи, и на приборной панели у нас также 194 618 километров. Это по блоку двигателя. Также у нас есть еще блок коробки передач, по нему также это все смотрится, все проверяется. Ну и дополнительно, как я сказал, это не тот показатель, все равно на который нужно прямо уверенно смотреть на это, верить. Дополнительно нужно еще пробить автомобиль по базам Европы и посмотреть, что будет там. Если мы посмотрим по блоку коробки передач, видим 194 616 километров. Тоже здесь у нас все сходится. Также можно проверить еще здесь же, да, по меню. Правильно? Да. Здесь мы открываем мой автомобиль, посмотрим здесь, допустим, состояние автомобиля, и можно посмотреть по ТО, по истории обслуживания. Вот и здесь посмотрите, если здесь история обслуживания довольно-таки скудная, но все же на это тоже можно немного опираться. Слушай, а почему так произошло? Возможно, ее даже почистили. Такое тоже почему? может быть. Это уже, честно, непонятно. Возможно, просто кто-то не указывал, хотя если бы она обслуживалась бы на дилере, вообще, по идее, должны, конечно, указывать. То есть, если посмотреть на бумажном носителе, на электронном, который тоже нам скинули, там посмотрели вид-номер, там как бы есть вся история, но здесь конкретно в автомобиле это не внесено. Тоже странно. Разница у нас идет обслуживание по году, то есть 17, 18, 19, 20 год. По ошибкам вообще, что мы имеем? Ошибки у нас все в памяти на данный момент, которые есть. Это, допустим, ошибки, номера ошибок у нас есть, то есть можно дополнительно вбить в Google, посчитать, что они обозначают, но, в принципе, здесь ничего критичного. То есть, есть у нас вопрос по центральному замку управления, да, то есть, но эта ошибка была в памяти, ничего серьезного нету. То есть, если сейчас обнулить, как бы я не думаю, что это снова появится. Возможно, посел аккумулятор и выбило, а возможно, села просто батарейка. Такое тоже может быть. Ну, эти две ошибки тут... Ну, это мелочи, да? Да, мелочи, ничего серьезного. То есть, самые основные параметры это двигатель, коробка. А на каком пробеге был? Не знаешь? То есть, топ-кадр почему-то здесь не считается. Андрей, давай сейчас по документам пройдемся. Какие мне документы выдали, чтобы человек, который вдруг приедет, чтобы понимал, какие документы он должен будет получить после того, как оформит свою машину. Да, обязательно нужно это смотреть, обращать внимание, потому что многие не знают, многие спрашивают. Конечно, давай покажем людям. То есть самое, наверное, важное, когда вы покупаете автомобиль, это нужен техпаспорт. То есть ваш ПТС, у нас он называется техпаспорт. Здесь, то есть, данные автомобиля указаны, да, и здесь, когда она снята была с учетом, и кто владелец с другой стороны. Это вот первое, да. Второе, это договор купли-продажи, который нужен при покупке автомобиля. Ну и, собственно, когда вы автомобиль покупаете по счет-справке, вам выписывают вот эту счет-справку, это тоже договор купли-продажи, только идет от юридического лица у нас в Беларуси. И вот к этой счет-справке они дополнительно выписывают договор купли-продажи. Если мы, допустим, оформляем в ГАИ, в МРЭО точнее, то там просто выписывается договор купли-продажи от государства, и эта счет-справка не нужна. Если этого мы выписываем от юрлица, то это выписывается счет-справка и договор купли-продажи. Дальше получается бриф, немецкий бриф. Здесь можно, кстати, посмотреть, сколько киловатт, когда машина выгонялась, как бы все-таки и ее ВИН-номер также здесь указывается. Дальше нам также нужно копия удостоверения таможни. Это все также нужно вам на таможне, чтобы поставить автомобиль на учет и пройти беспрепятственно таможню. Этот документ нужен уже, если машина пригонялась сюда после апреля 2021 года. Если машина была пригнана в Беларусь до апреля 2021 года, то эти документы уже не нужны. Удостоверение таможни и таможенный ордер. Но она же пригонялась недавно, мне нужно. Да, тебе это нужно, поэтому здесь мы проследили, чтобы продавец это тебе положил. Здесь будут не оригиналы, а копии документов. То есть оригиналы себе забирает наше государство, а тебе выдается уже копия. Этого будет тебе достаточно. И у нас также здесь утиль, документ по утилию и таможенная декларация. В принципе, все. Такие документы вам нужны будут. Вот этот документ, и еще вот утиль. Утиль, он, кстати, не всегда нужен, точнее, он вообще не нужен. Но на всякий случай положили, чтобы проблем тебе не было никаких. За всем этим проследили.
принципе, все. И обязательно, кстати, нужно сделать страховку. Да. Страховка вот выписывается временная, страховочка на 15 дней, что в принципе, когда вы будете ехать через Беларусь, то вас наши гаишники не остановили и не дали никакой-либо штраф. Еще момент такой, Андрей. Я сейчас, когда границу пересеку, мне нужно будет мою страховку уже оформить. Да, прямо сразу, там на таможне. Все правильно? верно, да. Ты только пересекаешь границу, у вас там на дороге сразу стоят таможенные там вот эти компании, которые выписывают там ОСАГО, допустим, страховку. И там сразу нужно будет выписать страховку. Машину, чтобы мне поставить на учет, мне нужно кнопку ГЛОНАСС получить, электронный ПТС. И СБКТС. То есть мне еще нужно потратить энную сумму денег. Те же кнопки ГЛОНАСС, они сейчас космических денег каких-то стоят, да, то есть это все также влияет, и также спрос есть на эти кнопки, поэтому цены на эти кнопки поднимают. По автомобилю заключение у нас. Хороший автомобиль с достаточно хорошим пробегом, оригинальным пробегом, учитывая то, что она приехала с Европы, она ездила в основном по автобанам, по трассам, то есть этот пробег можно смело делить на 2. Хорошая комплектация, хорошая цена, то есть автомобиль обошелся 20 500, 20 600, да, не 20 тысяч долларов, 600 долларов. Да. То есть достаточно, на самом деле, хорошая цена для такой комплектации и в родной краске. Ну все, друзья, всем спасибо за внимание, а сейчас я выезжаю на дорогу, будет продолжение. Спасибо. Сходил в Макдональдс, поел и выезжаю в путь. Время у нас в Минске, 20 часов 15 минут. Выезжаю, время показывает доказание 16 часов. Я буду останавливаться на заправке, возможно, где-то посплю. Посмотрим, сколько часов я буду ехать. В общем, поехали. Заправился я на первой же заправке, как выехал из города, заправил 30 литров дистоплива и поехал в путь. Дороги тут хорошие, разрешенная скорость для легкового автомобиля составляет 120 км в час. И, кстати, я по этим хорошим дорогам умудрился словить 2 штрафа. Есть такие моменты, ну, в принципе, они и везде есть. Едешь 120 и резко знак 70, и там стоит камера. Так, время у нас 22:46. Я только что пересек границу Беларуси и России. На границе просто останавливаешься, к тебе подходит пограничник, показываешь им паспорт и проезжаешь. Все. Сразу же на границе есть заправка Лукойл. Сейчас туда подъедем. Заправляться, наверное, пока рано. Здесь же сразу нужно делать и страховку, российскую страховку. Я вот проехал, там киоски были, я что-то мимо промчался. Я в Лукойле, чай пью, сижу, ну и поеду дальше. Остановился тут в одном месте. Сейчас сделаю, наверное, страховку и дальше поеду. Все, страховку сделал. Страховка, оказывается, это тоже временная, на 15 дней только, от компании Альфа-страхование. Стоило мне это 4780 рублей. На перекрестке Вязьма наказание остается 1061 километр. Заехал на заправку, мини-маркет, в Лукойл. Перекушу сейчас, заправлю полный бак. В Минске я заправлял 30 литров, но у меня еще четверть бака осталось. литра. В Москву я заехал в районе 5 утра, очень сильно захотелось спать. Кстати, хорошее время без пробок проехать в Москву. Тем не менее, я, наверное, почти час проезжал город. Проехав от Москвы примерно 100 километров, на заправке Ирбис я завалился спать.
Проснулся примерно через 1,5 часа, время было в районе 9, и поехал дальше. Следующая остановка у меня была уже после Нижнего Новгорода. До дома остается 260 километров. Соляры у меня, скорее всего, хватит, конечно, но будет впритык, поэтому я сейчас заправлюсь. Время у нас сейчас 3 час. Навигатор показывает, что я буду дома без 10:06. Заправил еще 30 литров. У меня уже опять почти полный бак. Сейчас возьму хот-дог, чай. Ну и потом до дома. Только что поел, тронулся, проехал 5 километров. И смотрите, что у меня на стекле сейчас появилось. Поймал камень, причем не из впереди идущей машины, а со встречки камень влетел. И вот, пожалуйста, вот такая вот беда. Лобовое стекло стояло оригинальное, родное, 2017 года. Ну и вот цена. Сейчас надо менять это стекло. Все, друзья, доехал я до дома. Без 27 время. Проехал 1640 километров. Я вчера путь начал в 20:40.